Я только начинаю разбираться в геймдизайне. И если честно, я не ожидал, что столкнусь с такой странной вещью. В программировании есть фундамент. Даже сложные понятия можно объяснить достаточно конкретно. А здесь самая базовая вещь геймдизайна – игровой опыт. Оказывается настолько абстрактный, что порой не до конца понятно даже бывалым геймдизайнерам. И меня это по-настоящему зацепило. Начну с самого очевидного и при этом самого обманчивого. Игровой опыт – это не механики. Механики – это то, что игрок делает. Правила, кнопки, системы взаимодействия. Они описываются очень конкретно. Нажал кнопку – персонаж прыгнул. Собрал ресурс – открыл апгрейд. С механиками все довольно просто. Но вот в чем проблема. Механики отлично описывают действия, но почти ничего не говорят о том, как это действие ощущается. Прыжок может быть легким и радостным, а может тревожным и опасным. Формально это одна и та же механика, но опыт при этом совершенно разный. Более того, один и тот же ввод, одна и та же кнопка может давать разные ощущения. В одной игре ты нажимаешь ее уверенно, в другой – с сомнением, в третьей – с напряжением и страхом. И вот этот момент механика уже не объясняет. Именно поэтому фраза «у меня хорошая механика» на самом деле почти ничего не значит. Потому что вопрос не в том, что делает игрок, а в том, что он чувствует, когда он это делает. Для меня это стало важным сдвигом. Я перестал смотреть на игру как на набор механик и начал смотреть на нее как на последовательность состояния игрока. Напряжение, ожидание, уверенность, сомнение, усталость. И уже под эти состояния подбираются механики, но не наоборот. Механики в этом смысле инструмент, а опыт – результат. И если я не понимаю, какой опыт создаю, то я могу сколько угодно полировать механики, игра от этого сильнее не станет. Часто, когда говорят игровой опыт, имеют в виду эмоции – радость, страх, удивление, грусть. И это правда, но лишь отчасти. Эмоции – это слишком узкий слой, они как пена на поверхности, тогда как опыт – это весь объем целиком. Мы привыкли называть эмоции словами, но в играх мы постоянно проживаем состояния, которые не сводятся к одному термину. Напряжение, ожидание, ощущение контроля или наоборот, беспомощности. Это не всегда эмоции в бытовом смысле. Скорее режим работы мозга и тела, насколько ты собран, внимателен, осторожен или уверен. Кроме того, опыт – это не только то, что ты чувствуешь внутри, но и то, что игра делает с твоим вниманием. Она может держать тебя в тонусе, заставлять сканировать пространство и ждать угрозу, а может замедлять, усыплять бдительность, вводить в рутину, давать ощущение повседневности. И то, и другое может быть осмысленным. Просто это разные переживания, которые не описываются одним словом – эмоция. Еще одна важная часть опыта – ритм. Даже одна и та же эмоция может ощущаться по-разному в зависимости от темпа. Страх может быть резким, как вспышка, или тягучим, как постоянный фон. И игрок чувствует это потому, что игра управляет паузами, предсказуемостью, нагрузкой на внимание и количеством неизвестного. И, пожалуй, самое неожиданное для меня – опыт включает не только приятные состояния. В играх бывает фрустрация, усталость, скука. Если думать об опыте как об эмоциях ради удовольствия, это кажется провалом. Но на самом деле такие состояния тоже могут быть частью задуманного переживания. Вопрос не в том, есть ли скука, а в том, намеренная она или случайная. Одно дело, когда автор не удержал темп, и другое, когда игра сознательно давит рутиной и повторяемостью, чтобы потом ударить контрастом сильнее. В какой-то момент мне стало ясно, почему, пытаясь приравнять опыт к эмоциям, постоянно спотыкаешься. Потому что эмоция – это лишь часть картины. Опыт шире. Он включает контекст, ожидания, темп, уровень контроля, степень риска, ясность целей, неопределенность и даже физические реакции. Как ты сидишь, как дышишь, как сжимаешь мышку, как двигается взгляд. Поэтому сейчас мне кажется более точным думать так. Эмоции – это один из слоев опыта. Важный, но не единственный. А сам опыт – это состояние игрока во времени, которое игра создает, поддерживает и постепенно меняет. И если я как геймдизайнер думаю только о том, какую эмоцию вызвать, я рискую упустить главное – как игра ведет человека от состояния к состоянию и что она оставляет после себя. Именно поэтому игры могут быть сильными, даже когда они не веселые и неприятные, потому что они не просто вызывают эмоции, они создают переживания. Я все еще только учусь геймдизайну.
У меня нет окончательного определения того, что такое игровой опыт, но теперь я точно знаю вопрос, который стал для меня главным. Что останется у игрока после моей игры?